Это должно было стать их последним прощанием. Умирающая собака обняла своего хозяина, и в воздухе повисла тишина, полная слез. Но вдруг ветеринар остановила процедуру. Она заметила нечто неожиданное. Ветеринарный кабинет окутала тяжелая тишина. Немецкая овчарка Гром, едва дыша, приподнялся и обнял своего хозяина Александра, словно прощаясь. Слезы катились по щекам, и этот момент казался финальным. Но ветеринар, нахмурившись, прислушалась и тихо произнесла: «Стоп, здесь что-то не так». То, что должно было стать концом, неожиданно превратилось в шанс. Гром лежал на столе, ослабленный и почти без сил. Александр держал его за ухо, шепча слова благодарности и прощания. Однако ветеринар заметила, что сердце собаки бьется странно, слабо, но не угасающе, а будто борется. Она решила не продолжать усыпление. Осмотр показал, причина состояния не в старости. Низкая температура и симптомы указывали на возможную инфекцию или отравление. Решение было принято мгновенно – начать лечение без ожидания анализов. Грому поставили капельницу и ввели антибиотики. Александр остался ждать, охваченный страхом и слабой надеждой. Часы тянулись мучительно долго, ночь казалась бесконечной. Но ближе к утру врач вышла к нему с новостью: он стабилен. Есть шанс. В этот момент Александр впервые позволил себе выдохнуть. Когда его пустили в кабинет, Гром уже открыл глаза. Слабый, но живой, он узнал хозяина и слегка вильнул хвостом. Это был переломный момент. Началась долгая борьба за восстановление. Александр почти не отходил от пса. Он говорил с ним, вспоминал их совместные моменты и гладил его по голове. Гром отвечал ему взглядом, движением лапы и тихим дыханием. С каждым днем происходили маленькие улучшения. Врач предупреждала о нестабильном состоянии и возможных осложнениях, но организм Грома реагировал на лечение. Через несколько дней он начал вставать, сначала неуверенно, затем все крепче. Однажды он сам сделал шаг к Александру. Тот опустился на колени и обнял его, не сдерживая слез. Это уже была не просто надежда, это было возвращение. Спустя неделю анализы подтвердили: инфекция побеждена. Осталось восстановление. Врач сказала прямо: он сделал невозможное. В день выписки Гром вышел из палаты сам, немного шатаясь, но с поднятой головой. На улице их встретил свежий воздух и свет. Александр обнял друга и тихо сказал: «Я думал, потерял тебя». Теперь он знал, каждое мгновение рядом бесценно.